Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп, но прежде всего мы хотим вам пожелать мира и добра. Ну а этот агрогороскоп – результат моего обхода сегодняшнего огорода семенной, а озимый чесночок уже созревает, и во второй половине месяца июня этого же года, 2022 года, придется уже собирать урожай. Поэтому для южан, а также для центральных регионов будет актуально время сбора озимых чеснока и лука. И сегодня мы вам предлагаем лучшие периоды. Агрогороскоп сбора урожая озимых чеснока и лука в июне 2022 года. Время киевское. Начало месяца у нас уже позади, еще не был готов ни лук, ни чеснок. Во льве можно было собирать на хранение урожай, если он созрел. И теперь наступает вот такое время, когда нельзя собирать на хранение. В деве всегда очень плохо хранится продукция, любая. Ну, а особенно лук и чеснок. Поэтому 6, 7 и 8 не собираем урожай на хранение, только для того, чтобы использовать для салатов или просто в свежем виде в данный день, когда вы решили поесть очень ценный витаминный корнеплод. Зато уже смотрите, 9 и 10 в знаке весы, это знак стихии воздуха. Вот здесь уже очень хорошо собирать корнеплоды, в данном случае лук и чеснок. Хорошо хранится. И это время замечательное для того, чтобы и подсушить, и затем заложить его на хранение до момента, вот если у меня озимый чеснок, именно семенной, то уже осенью я его буду сеять, и я знаю, что он хорошо сохранится. Ну вот смотрите, 10 нужно сделать эту работу до 16 часов дня. Потому что вечером у нас переход в знак Скорпион в 23:42. Плюсуем 6 часов, вернее, отминусовываем 6 часов от знака весы. И получается до 16 часов нужно вот эту работу провести. Затем уже начинается энергия частично. В течение 6 часов полный переход уже в знак Скорпион. Так что, пожалуйста, до обеда, до 16 часов практически можно эту работу выполнить 10 июня. Затем наступает период, когда нельзя собирать на хранение урожай лука и чеснока. Это будет 11 и 12. Ну а в знаке Стрелец замечательное время. Стрелец и покровительствует хранению, и любит эти культуры. Но самое главное, это знак стихии огня. Такой ядреный будет чеснок и лук, если вы будете собирать в этот период. А этот период у нас 13 и 14. Но не закончится на этом время сбора на хранение. Можно также будет и собирать в Козероге урожай 15 и 16. Тоже хорошо сохраняется урожай. Видите, какой длительный период. Но и здесь он еще не завершается, потому что 17-18 Водолей, знак стихии воздуха. Тоже очень хорошее время для сбора чеснока, озимых чеснока и лука на хранение. Где-то себе сделайте заметочку, что 19-20 не планировать сбор урожая лука и чеснока на хранение, потому что он будет очень плохо храниться, сгниет очень быстро. Много в это время в луке и в чесноке воды, и нет смысла выращивать в такой сложный год, сложностей столько погодных, климатических, и испортить именно этими 2 днями. Пожалуйста, еще раз, 19-20 не собираем на хранение. Зато, смотрите, снова же длительный период, довольно-таки большой, можно будет в Овне 21, 22, а также 23 здесь уже и часть энергии Тельца, замечательное время стихия Земли, 23, 24 и, смотрите, замечательный снова же период, другого слова не могу здесь подобрать, 25, 26 и 27, постарайтесь в эти дни
заняться. Вот если созрел лук и чеснок, собирайте. А вот этот момент, учтите, 28 июня нужно до 9 часов утра завершить уборку, потому что будет переход Луны из знака Близнецы в Рак в 14:55. Вот это плюс 6 часов время перехода в другой знак, и эти энергии вот следующего знака, то есть Рака, будут ощущаться в течение 6 часов вот до момента перехода. Так что постарайтесь до 9 часов завершить вот эту уборку, важную уборку лука и чеснока, чтобы вот этот урожай хорошо хранился. Завершится месяц в знаке стихии воды, в знаке Рак, а в это время не собираем на хранение продукции только для питания непосредственно в тот день или на второй день, когда вы собрали. Просто используйте для текущих задач на кухне и для питания. А теперь вот он весь у нас агрогороскоп. И думаю, что вот удачно все можно сделать, какие-то себе пометки. И можно спланировать на июнь месяц, уже на вторую половину июня я уже себе спланировала, когда уже придет время сбора урожая озимых лука и чеснока. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами с наилучшими пожеланиями в ваш адрес. Хорошей погоды, хорошего урожая, удачного сбора урожая и удачного хранения. И до новых встреч на нашем канале.